У него такая очень современная трактовка дебюта. Все эти ходы вообще не туда. И, если честно, Ян в жизни играет посильнее. Когда против компьютера играешь, то вот всегда вот что-то, какая-то будет ловушка неприятная. А он допускает свое поражение, как я понимаю. Ферзь c2. Ну, здесь по виду абсолютно у меня уже выигранная позиция. Где-то неплохо, где-то слабенько. Но, наверное, в те времена так и играли. Получается эндж плюс лишней ладьей. Надеюсь, что получится его реализовать. И если не получится, то я ухожу из шахмат. Всем привет! Меня зовут Андрей Сипенко. Сегодня мы с вами сразимся против звезд шахмат на Ческоме. Играем каждую партию по 30 минут. Будет всего 3 партии. Поехали! Пол Мерфи. Да, играем против легендарного шахматиста. Я его не застал, его игру с запасом. Вот, но будет интересно посмотреть, как вот играли еще до компьютера. Так, поехали. Сыграем Е4, Е5, конь F3. Все пока как обычно. Давайте посмотрим, что тут на итальянского будет делать. Конь F6, D3. Все пока теория у нас. Давайте поагрессивнее. Сыграем слон G5. Я думаю, в те времена это было не изучено. Еще такие вещи. У него такая очень современная трактовка дебюта. Не очень в этом плане логичная. Рокировка еще. Ну, вот здесь я могу забрать пешку, но мне не нравится, что конь E5, конь E5, слон E5, D5 будет ход. Потом будет грозить ход слон F2, король F2, конь G4 в вариантах. Поэтому давайте пока просто сделаем рокировку. B5. Вот теперь у нас есть какой-то ход слон D5. Нужно ли нам его делать? Конь D5, ED, конь E7, наверное, идея. Ну, давайте слон B3 пока пойдем. Посмотрим, что хочет. D6 он пойдет, да, конечно. Так, теперь на D4. D4, наверное, идея пойти слон B6. Просто давайте пока не будем вступать в какие-то серьезные дебаты. Конь H5 не грозит из-за конь E5. Давайте пока конь D2 пойдем. Теперь на король H1 будет ход конь H5 у него. Этого слона я не очень хочу отдавать, потому что, условно, если бы в этой позиции он шел конь H5, был бы ход конь E5 у меня. А если король будет стоять на H1, то на G3 он побьет шахом слона и выиграет фигуру. А там у меня был бы ход конь C6. Так, давайте ладья E1 пока пойдем. Я не эксперт таких позиций, но давайте как-нибудь конь F1. Конь E5 куда-то. Это, если честно, кажется совсем не туда. Пойдем, наверное, пока слон C2, не будем отдавать такого сильного. Конь H5, наверное, хочет пойти, да? Съесть нашего слона. Ну играет он как-то очень странно. Очень странно. Давайте пока так, конь E3. Слон E3, ладья E3. C5, наверное. Угадать ходы довольно непросто. Как-то по своей логике он играет, но тем не менее, может быть, не совсем глупо все это. D4, у него будет ход конь C4. Но может быть, это и неплохо для нас. Там будет ход слон D3 везде. Давайте так пойдем, как-то поинтереснее будем играть. Ладья E1 и слон B3 будет ход. Где-то нападем на этого друга. Например, здесь. Конь B2. Но это уже совсем по виду плохо. Давайте ферзь C2. Наверное, уже по-разному партию можно выиграть. Давайте так пойдем. Перейдем партию мы выиграли. Эту побьем. Слон B3, АБ. Давайте конь D2. Как-то нервно конь D2. Может быть, пойти слон E5, но тогда будет ход F5, наверное. Не знаю, чем я так долго думаю. Давайте просто конь D2 пойдем. Теперь пойдем, например, ладья E8, ферзь D2 и потом H4 в конце варианта. Должно быть окей. H4. И на А6 висит. Он засетил. Это не очень приятный сюрприз. Ферзь C1 какой-то есть ход. Для него должен быть он довольно неприятный, потому что я нападаю на пешку C7, и ему ее как бы удобно не защитить. Поэтому давайте так пойдем.
Хотя, с другой стороны, на пешку-то на c7 я не напал, потому что у него будет ход ладья b1. А, так, а ладья 5 у меня нет хода вообще здесь. Жесткого. Ладья 5, ладья b1, король h2. Ферзь отходит, бью, и потом королем я убегу. Куда-то. Давайте, наверное, так, пойдем пожестче. Король h2. Ладья d1. Так, ну если я пойду ферзь c3, он наверняка пойдет ферзь f1 или ферзь b1, ладья g5, потом король f8. Я-то убегу там, наверное. Хотя это уже тоже как-то не. Но если я пойду раньше по ладья b5, ладья d2, ладья g5, король f8, ладья b7, ладья d2, ладья b7, будет ход какой-то f5. Ну, то есть понятно, что как бы позиция у меня явно выигранная, но хочется все это четко сделать. В идеале бы, конечно, ферзь c3 пойти, ферзь f1, например, ладья g5, король f8. Например, здесь слон d6, наверное, не проходит из-за cd, ферзь c8, король e7. На король f6 будет ферзь d8 мат, на король e6 d5, а там иначе ладья g8. Давайте ферзь c3 попробуем. Пришлось посчитать, конечно. Но здесь уже хорошая будет редакция, то есть после хода ладья c1. То есть у нас, во-первых, есть возможность пойти ферзь c1, ферзь a5, d5. Ну, там будет ход f6, правда, который, может быть, не сразу проигрывает. Вот, но еще, наверное, проще теперь ладья b5, ладья c3, ладья g5, король f8, ладья a5. И потом d5 мы можем поставить. Ферзь f1 или ферзь b1, ладья g5. Король f8 хода по-прежнему нету за слон d6. На король h8 будет ход слон e5, поэтому надо ходить король h7. Мы можем как-нибудь пойти типа слон f4, например. Я хочу попробовать пойти ферзь a3, хоть это выглядит уже очень странно. Ну давайте пойдем. Может, что-то зеваю. Ферзь b1, ладья g5, король h7. Ну и теперь как-нибудь слон f4, например. Думаю, можно пойти. И король g3. Неприятно. Давайте ладья g4. Позиция остается, наверное, выигранной. Ну вот как-нибудь надо теперь зайти к нему в гости. Ферзь f3, мне нравится ход, чтобы ферзь c8 появилась. Давайте вот ферзь f3. Берем c6. И перекрываемся потом в слон e3. Теперь ферзь d6. Я думаю... ну все. Кажется, эту партию мы выиграли. Давайте ладья g6. И слон e5. Пойдем. Ничего не зеваем вроде. Где f6? Такс. Да, уже тут добивание. Но это не пад. Так, партию мы выиграли. Играл он довольно странно. Не очень сильно, мне кажется, но в какой-то момент начал сопротивление оказывать неплохое. То есть вот здесь какой-то момент, то есть вот здесь просто ужасающий отрезок он провел. Конь b2, это, то есть вот все эти ходы вообще не туда. Без интриги это все случилось. Старался посчитать какие-то варианты. Вроде бы получилось. Где-то неплохо, где-то слабенько. Но, наверное, в те времена так и играли. 15 минут у нас хватило на победу. Ян непомнящий. Прикольно. Ну, давайте сыграем с Яном. Да, чтобы было честно, поставили черные против Яна. Е4. Давайте Е5 пойдем. Мы, кстати, да, говорили про Пансиане, дебют, в одном из наших видео. Так, давайте прям d5. Правда, я чего-то не помню, чтобы Ян играл дебют Пансиане, если честно. Но, видимо, подготовил против нас конкретно. Слон d7, тут, по-моему, как теория такая вот есть. Конь d4. Ну, наверное, можно пешку пожертвовать ходом слон d6, ферзь g7, ладья g8, ферзь h6,
ладья G6, там, наверное, будет хорошая компенсация у нас. Ладья G8. Тут, да, ладья G6. Ферзь E3, да, наверное, пойдет? Да, ферзь E, ну, конь D5. По виду у нас очень хорошая компенсация, но, может, я ошибаюсь. Ферзь E4, да. Логично очень выглядит ход слон C6. Как будто D4. Если честно, так, игра с огнем здесь идет. Ян, мне кажется, чуть-чуть по-другому играет обычно. Но мне очень нравится здесь ход конь F4. Конь B4, может быть, но конь B4 мне меньше нравится, на ферзь E2, наверное, просто. Конь C3. Конь C3 еще есть ход, конечно. Но как-то конь F4 очень просится, на мой взгляд. Конь F4, он как хочет, наверное, ферзь F5 пойти или ферзь E3, очевидно. Может, как-то просто ферзь E7 пойти? Блин, ну давайте ферзь E7 пойдем. Там длинная рокировка еще где-то. Слон E5. Ферзь E2. Ну, вот здесь по виду абсолютно у меня уже выигранная позиция. Вообще какие-то, если это бот, то какой-то очень слабый бот. Ладья E6. Да, ну вот здесь уже переплыли по виду белые. Ну, слон F4 по виду просто выигрывает партию. Давайте так и пойдем. Ферзь G4, ну, слон E3. По-разному, в общем, выигрывают черные. Что выигрывает проще? Конь E3, Fe. Так, ну если конь E3, Fe, ладья E3, то какой-то слон E2 появляется ход. Как будто бы можно что-то жестче. Слон E3, Fe, конь E3 хочется. Ферзь G8. Ну, как минимум, наверное, явно выигрывает ферзь F8 ход. Но хочется мат дать. Тогда король D7. Ферзь A8. Ну, там ладья E1, король C2, слон 4, B3, ладья E4. И там ферзь G2, ферзь E4, ферзь G2 мат. Поэтому, наверное, может так пойти. В принципе, довольно темповая такая позиция. Давайте слон E3 пойдем. Fe, конь E3. Ферзь D4. Ну, собственно, это вообще что? Ну, то есть, ну, все. Тут я съедаю ферзя и... в общем, да. Ну, если честно, Ян в жизни играет посильнее. Да, давайте закончим эту партию. Как-то Яна не очень реалистично сделали. Морфи играл посильнее. Да, и мат дадим. В общем, да, выиграли партию у Яна, но давайте ее даже разберем. Я как-то даже не понял, что тут получается 9 минут, да, заняла партия. Да, что у нас тут C3. Анализ надо включить. По дебюту я подловил Яна. Не досмотрел он дебют Пансани. Слон D6 правильно. Ладья G8. Да, здесь уже безнадежно. То есть Ян просто вот побил здесь на G7 так опрометчиво. И здесь уже, ну... Ферзь E7 я еще не точно сыграл. Дал шанс пойти C4, видимо. Да, но здесь ладья E6, ну и... В общем, да, партия не сдалась. Да, как-то так. Вот, в общем, 2 партии мы сыграли, 2 партии выиграли. Мы играем 3-ю партию. Аниш Гирь. Так, играем против Аниша. Мы с ним еще сыграем на турнире претендентов. Белыми играем. Давайте пойдем в D4 теперь. Проверим Аниша, что он здесь хочет. C4, E6. Давайте конь C3 пойдем. Слон B4. Давайте конь F3. Так, перешли мы в защиту Рогозина. Чтобы здесь сыграть, Ну, давайте пойдем ферзь C4 шах. И дальше развиваемся. Ферзь C2, по-моему, играют. То не в курсе этого хода я. Слон D2, наверное, можно.
Ой, ну... Что-то они тут совсем слабенькие, если честно. Ну, может, это не помешает ему меня обыграть, но ход h5 уже выдает непонимание, так скажем. В общем, разочаровывают меня боты здесь. Пешка на h5 совсем не там. Дает поле g5 для моего коня. Много минусов. Например, здесь можно конь g5, кстати, пойти. Здорово смотрится. Ну, я именно в крайнем случае могу d5 пойти. Вот. Хотя, наверное, можно по-разному. Может, даже a3 будет пойти там. Ничего страшного, если рокировки решусь, таким конем g5 всегда будут матовые угрозы. Давайте. Полетели конь g5. Конь b4, ферзь b1, e5, да, наверное? c5. Окей. Если рокировка, то будет ход слон h2. Рокировка слон h2. Если dc, слон c5, рокировка, то этого хода не будет, но нужно ли нам это? Слон c6 пойдет. Давайте, наверное, пойдем dc и просто рокировку сделаем, чтобы не заморачиваться. Короля уведем в безопасное место. Может быть, пойти ладья d1, слон e3, слон e3, ладья c4, слон d4. Это будет, наверное, сильно. Давайте хотя d1 пойдем, да, мне нравится ход. Ферзь c7, наверное, ему надо ходить. Слон e3, а если так, и слон d4, что он будет делать? Ладья d4 пить. Ну да, ладья d4. А ферзь e7. Так, можно пойти как-нибудь, вот, например, h4, мне нравится ход. Хотя h4 он может пойти как-то g6, и у меня уже больше не будет матовых каких-то идей, матовых конструкций. Может быть, кстати, пойти a3, конь c6, и здесь теперь конь e4. Правда, там конь e4, ладья e4. Нет, конь e4, там будет просто ход, мне какая ерунда. Давайте a3, ладно. Хотя не особо хочется так ходить. А, конь d5 он пошел. На конь d5 он допускает теперь ход... он допускает свое поражение, как я понимаю. Ходом ладья d5. Я, видимо, выигрываю партию сразу. Ладья d5, и d, конь d5. Потом следующим ходом конь f6. Воспрепятствовать он этому никак не может. Вроде бы все в порядке. Ладья d5. Да, он просто зевнул. То есть, ну, какой-то очень ужасающе слабый уровень. Ческом не радует своими ботами. Да, ну тут уже добивание. Ой, в пешку зевнул, но... Так, ну можно в эндшпиль пойти. Хотя можно и не идти. Давайте просто h3 пойдем. Блин, ну зря я пешку зевнул. Все-таки. Давайте ферзь c3. Да, получается эндшпиль с лишней ладьей. Надеюсь, что получится его реализовать. И если не получится, то я ухожу из шахмат. Конь d5. e4. Давайте f4 пойдем. Да, конь e3. h4. Давайте ладья d6. Ну, да, вот это я точно уже реализую. Можно расслабиться. Да, ладья d1. Все, тут я себя чувствую как просто рыба в воде. С лишней ладьей. Очень комфортно. Блин, зевнул. Так, король e3, ладья g1. Ладно, там же первенец. Конь e3, ладья g1. И сейчас все съедим у Аниша. Не очень хорошо играл Аниш эту партию, но все равно лучше, чем Ян. Прям быстро. Давайте хоть как-нибудь уже дадим, ладно. И мат. В общем, да. Аниша обыграли, но что-то, я не уверен, может быть, с настройками что-то не так. Или что-то, потому что Аниш с Яном так обычно в шахматы не играют. Скажу честно. Поэтому я немножко удивлен, что так легко получилось. Получается 11 минут практически. Ну, можно считать 11 минут. Самое сложное, наверное, было первое против Морфи.
Там я еще как-то не осознавал, насколько слабые боты, можно сказать. Когда против компьютера играешь, что вот всегда вот что-то, какая-то будет ловушка неприятная, и где-то он тебя перехитрит. А здесь как бы такого не было, и это было удивительно немножко. Но нынешнего рейтинга, я думаю, они играли на 1800 или 1700. Вот именно реального. Сейчас просто 200 уже такие, с которыми надо так пободаться. Они так не зевают. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сыграл еще с кем-то из ботов. Подписывайтесь на канал Virtus.pro, ставьте лайки. Всем пока.